Всем здорово, чуваки! В прошлом видеоролике мы проверяли различные дезодоранты, а именно сколько внутри у них содержится жидкости. Если вы смотрели этот ролик, обязательно посмотрите здесь по подсказочке, было очень интересно. Так вот, когда мы распылили все эти дезики, у нас в ангаре стояла такая вонь, что у меня аж голова болела. Но когда мы проветривали наш ангар, к нам в голову пришла очередная гениальная идея. Это нейтрализатор запаха, и он предназначен для животных, а именно, если животное где-то нагадило, обшикивают то самое место, и якобы неприятный запах просто исчезает. И этот эффект длится аж до 14 дней. Но так как животных у нас нет, мы его используем на кое-чем другом. А именно мы взяли 6 различных продуктов, такие как, например, пиво. Если вы знаете его где-то пролить или открыть, оно очень сильно воняет. Также есть у нас кофе, как вы знаете, его ставят в магазине духов, оно, видимо, как-то обновляет или перебивает запахи. Тоже получается своеобразный нейтрализатор запахов. Так вот, следующее мы взяли это освежитель воздуха. Он тоже как бы маскирует, не нейтрализует, а именно маскирует запахи. Здесь так и написано, борется с неприятными запахами. Но кто кого? Сможет ли нейтрализатор запаха побороть освежитель воздуха? Узнаем. Также у нас есть квашеная капуста. Честно говоря, предназначалась она для другого ролика, но в ангаре она хранится уже около месяца. Как видите, упаковка очень сильно вздулась, но не только сверху, но и снизу. А это значит, что это сейчас бомба замедленного действия, потому что, мне кажется, если мы ее откроем, это будет хуже сюрстрёминга. Также мы решили взять сигарету, но ни в коем случае не советую никому курить, это очень вредная хрень, и она очень сильно воняет. Как вы знаете, если кто-то рядом курит, аж блевать охота, вообще не советую. Ну и еще мы взяли шпроты, потому что, как вы знаете, рыба сама по себе очень вонючая, поэтому также попробуем убить ее нейтрализатором запаха. Также для каждого продукта у нас есть свой стакан. А теперь давайте вскроем наши продукты и разместим их по стаканам, а начнем с пива. Ну, пахнет очень сильно, я думаю, многие из вас знают этот запах, но я думаю, надо совсем немножечко, чтобы понять, нейтрализует он запах или нет. Я думаю, столько хватит, наверное. Так, давайте следующий возьмем кофеечек. О, вот здесь прям кофе пахнет очень сильно, даже сильнее, чем пиво, я бы сказал. Насыпаем чуть-чуть. Так, следующий возьмем освежитель. Здесь придется немножечко подольше возиться, потому что надо его выпшикать чуть-чуть хотя бы. Это мне напоминает дезодорант. Как мы их распыляли, не хочу вспоминать даже. Так, нам же советовали в комментариях закрыть надо, да, чтобы лучше было. Рука замерзает. Холодно. Я думаю, хватит. Так, ну ладно, давайте перейдем к капусте. Самое, наверное, жесткое. Ты готов? Да, только надо сперва защитную какую-то одежду одеть. Какую? У нас даже респираторов нет. Потому что откроешь и позеленеешь, мне кажется. Ладно, давайте, я постараюсь не нюхать. Раз, два. Сейчас будет взрыв. О! Я даже не хочу это нюхать, не хочу к этому приближаться. О, надо вилку. Так, ребята, у нас нет вилки, но есть ножик. Давайте им как-то поместим чуть-чуть. Господи, как же. О, там какая-то жидкость. Может, это квас? Это же квашеная капуста. Так, ну, наверное, хватит. Я хочу плакать. О, я почувствовал. Капец. Я тебе говорю, это вообще такая дичь была сейчас. О, да ну нафиг. Сейчас. На что это похоже? В окно Серега, сразу. Фу, вот это, конечно, дичь, это капуста, блин. Давайте теперь возьмем сигарету. Это тоже очень вонючая штука, но она в раза 3, наверное, воняет еще хуже, если ее поджечь. Как вы знаете, она тлеет и издает неприятный, вообще омерзительный запах. Так вот, у нас есть зажигалка. Давайте поджигаем сейчас сигарету. Все, да? Я просто не курю, ребята, и вам не советую. Курение — это вообще отвратительная хрень. Ну а пока мы ждем, хочу сказать о том, что я очень люблю сидеть на ютубе и смотрю огромнейшее количество роликов, и многие авторы мне нравятся, я на них подписываюсь, потому что они делают что-то уникальное и интересное, и мне интересно их смотреть. И если вам также интересно смотреть наши эксперименты, спускайтесь вниз под этот видеоролик, там есть кнопочка лайка, нажмите на нее. И также не забудьте про кнопочку подписаться, сделайте ее серой, и тогда вы станете нашим подписчиком. Но если вы подписаны, вы красавчики. А теперь давайте затушим нашу сигарету, потому что она и так уже сильно воняет. Блин, ну запах, конечно, фу, отвратительнейший вообще. У меня аж рука провоняла. Давайте на всякий случай напшикаю себе на руку. Вдруг это поможет как-нибудь, не знаю. По-моему, не воняет. Вообще не воняет. Давайте мы еще к этому вернемся. Так, давайте следующий возьмем шпроты. Ну, запах, конечно, у них так себе, но на вкус я их просто обожаю. Ну, давайте, где наш ножик?
Штучки 3 вывалим, я думаю, достаточно будет. Ну что, мы все разместили по стаканам, теперь берем нейтрализатор. Кое-кто его уже сломал. Но для нас это не помеха, он все равно работает. Давайте распылим по стаканам. Давайте сделаем по 10 распшикиваний. Теперь возьмем стрейч-пленку и накроем стаканы. На упаковке производитель пишет, что средство начинает действовать через 30 минут, поэтому давайте подождем. Ну что, ребята, приступаем к дегустированию запахов, или как это назвать. Давайте начнем с пива по порядочку. Я, честно говоря, даже не знаю. Я думаю, что это не может работать, ну вообще никак. Но пивом вообще не пахнет. Чувствуется запах только самого нейтрализатора, то есть запах какого-то тройного одеколона или что-то такое. Но от пива не осталось вообще и следа запаха. Слушайте, мне аж страшно становится. Реально, что ли, это все не будет пахнуть? Мне кажется, это невозможно, потому что, ну, кофе же поглощает запахи. Он, наверное, поглотил запах нейтрализатора. Давайте узнаем. Так, давайте пиво уберем, чтобы не пахло нейтрализатором. Открываем кофе. Я офигею, если оно работает. Пахнет кислородным коктейлем, знаете? Если вы пробовали кислородный коктейль, вот тут уже смешалось именно кофе и нейтрализатор, то есть кофе чувствуется, но очень слабенько, очень. Как вы помните, кофе мы засыпали достаточно много, но 10 пшиков нейтрализатора практически нейтрализуют запах, как бы это странно ни звучало, но кофе пахнет очень слабо. Так, давайте перейдем к следующему, это освежитель воздуха. Я очень удивлюсь, если пропал запах. Серьезно, потому что освежитель, он же такой ядреный. Ну давайте понюхаем. Вообще нет запаха нейтрализатора. Пахнет только освежителем. Серьезно, это тот же самый запах освежителя, что и был. Нейтрализатор вообще как будто испарился. То есть освежитель его перебил. Получается, с освежителем эта штука не работает вообще. Освежитель явно сильнее, больше концентрации в нем, чем в нейтрализаторе. Поэтому, ну, с этим не работает. Давайте перейдем к следующему. Самое противное – это капуста. Я даже не хочу ее нюхать. Я до этого занюхнул, чуть в обморок не упал. Но сейчас я очень надеюсь, пожалуйста, нейтрализатор, сделай так, чтобы оно не воняло. Я очень не хочу это пробовать. Надо быть готовым к тому, что меня не стошнит. Меня не стошнит. Меня не стошнит. Это выглядит ужасно, я не хочу это нюхать. Я могу это нюхать. Прикиньте, я могу это нюхать. Еле-еле чувствуется запах вот этой квашеной капусты. Испорченной квашеной капусты. Совсем чуть-чуть, серьезно. Вы видели, сколько ее здесь? И сколько я сделал пшиков? Какая огромная разница. Просто один нейтрализатор, 10 пшиков, и запаха практически нет. Я могу просто целый вдох. Я могу целиком вдохнуть и вообще ничего. Может, это и есть можно теперь? Кто знает. Пробовать я точно не буду. Офигеть. После капусты, капец. Да ну нафиг, как это? Это серьезно работает? Не знаю, может мы какой-то супер качественный нейтрализатор купили? Но что будет с сигаретой? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Я пока открою медленно, там вы пока пишите. Я пока открою, а вы пишите, а я открою. Так, убираем. Не пахнет. Вообще не пахнет. Да ладно. Вообще вот чуть-чуть вот чувствую. Вот немножечко. Куда я попробую? До этого воняло прям жестко. Реально, слушай. Получается, если кто-то с вами рядом покурил, или вы случайно подержали сигарету в руках, вы можете попшикать на себя и все. Ничего, никто не почувствует, что вы держали сигарету в руках. Вот вам небольшой лайфхак, ребята, если вам это понадобится. Как бы не зря мы занимаемся такой ерундой, такими интересными экспериментами. Ставьте лайк, если вы любите такие эксперименты. Ну а мы перейдем к следующему.
капец, я удивлен. И самое главное, шпроты. Даже не знаю, есть ли здесь теперь запах, но вы только гляньте, сколько там шпрот, сколько масла плавает. Если там ничего не пахнет, ребята, капец, это просто универсальная штука от всего, понимаете? Можно все, что угодно пшикать, и у вас дома не будет пахнуть вообще ничем. Только нейтрализатором. Да, только нейтрализатором будет пахнуть, потому что, ну, если вы любите запах тройного одеколона, welcome, можете покупать смело. Сейчас я продышусь просто чуть-чуть. Ну, в ангаре ничем не пахнет. Едем дальше. Нет. Шпроты пахнут. Шпроты пахнут, как и до этого. Я не знаю, масло, возможно, как-то забирает запах. Возможно, сама рыба как-то забирает запах. Но здесь ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Честно говоря, из всего, что мы сегодня попробовали, я был очень удивлен. Я не знаю, как это работает на животных, но с половиной наших продуктов это работает однозначно. Потому что я был сильно удивлен лично на сигарете и на квашеной капусте, на испорченной квашеной капусте. Она настолько сильно воняла, что я думал, ну нет, ну невозможно убрать запах оттуда. Честно говоря, мы удивились тому, что эта штука реально работает. Можете сами проверить. Ну а на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь внизу на канал. Всем пока!